Почему нам всем нужно полностью перейти на наличные? Мы продолжаем рассказывать о реальном положении дел в финансовой системе режима Лукашенко и об угрозах, которые он несет для нашей личной финансовой безопасности и благополучия. В предыдущих видеопубликациях мы подробно обсудили два слагаемых нашей простой формулы экономического сопротивления – обменник и банк. В описании к этому видео мы оставим ссылки на них. Не забывайте делиться этим видео и рассказывать правду своим знакомым и близким, особенно людям старшего поколения. Включаем сарафанное радио. А сегодня мы поговорим о слагаемом банкомате и зафиксируем стратегию внутреннего экономического сопротивления режиму, его попыткам милитаризации нашей страны и намерению ограбить белорусов. На данный момент можно уверенно сказать, что банкомат – это самое устойчивое слагаемое нашей формулы. Привычка сразу же снимать зарплату и не держать денег на картах твердо вошла в жизнь многих белорусов. И это очень важно в текущих условиях. Мы с вами уже знаем о подготовленных планах Лукашенко ввести запрет на продажу валюты и любые валютные операции в принципе. Также знаем о готовящемся большом ограблении, новым сигналом к которому стало постановление о выпуске облигаций Банка развития на рекордную сумму в $1 миллиард США, что фактически происходит под залог наших вкладов и денег, которые ранее гарантировали их возврат. Не будем забывать, что в совокупности на погашение внешнего госдолга в 2022 году необходимо $3,7 миллиарда США, а общий внешний долг Беларуси составил уже более 18 миллиардов долларов. А бюджет страны на этот год спланирован с дефицитом в 1,5% от ВВП или 2,8 миллиарда рублей. Не внушает никакого оптимизма и кризисная внешнеполитическая обстановка, милитаризация нашей страны и растущая угроза военного конфликта. В этих условиях наш отказ держать деньги на карточке и полный уход в рублевые наличные расчеты – это самое логичное и простое, что может сделать каждый для сопротивления режиму Лукашенко. Получили зарплату, пенсию или стипендию и сразу же сняли ее, чтобы не дать своим деньгам работать на режим. Добавим сюда остальные слагаемые формулы – обменник и банк, и получим следующую стратегию действий. Валюту не меняем, а покупаем и максимально сберегаем. Вклады выводим и не открываем новых. Счета постоянно обналичиваем. Все расчеты ведем только в рублях. Мы не можем позволить режиму играть в войну за наш счет, и потому не должны позволять нашим деньгам крутиться в его финансовой системе. Мы не готовы платить ему за наше собственное ограбление, и потому не можем доверять наши деньги его банкам. Кроме того, накануне очередного обмана белорусов, очередного преступления против всех нас, которое режим Лукашенко цинично называет референдумом, Народное антикризисное управление призывает всех белорусов не только поставить на нем 2 креста, но и проголосовать рублем, участвуя в кампании «Банкомат, обменник, банк». Мы будем сопротивляться, мы будем защищать свою волю, свои интересы, свою страну и свой суверенитет. И наш отказ содержать режим Лукашенко – это еще один крест, который мы вместе поставим на его диктатуре.